Готовлю гречневую рассыпчатую кашу с шампиньонами на сковороде. Буду использовать замороженные шампиньоны. Их замораживаю порционно на один раз. Через 5-10 минут при комнатной температуре они отделяются друг от друга. На сковороду наливаю любимое растительное масло. Пусть разогревается, а пока нарежу среднюю луковицу. Нарезаю обычным некрупным кубиком. А вы на канале «Готовим с вами вместе». Лук отправляю на разогретую сковородку, перемешиваю с маслом и на среднем огне пусть обжаривается. А пока подготовлю гречку. Отмеряю чашкой. В эту чашку у меня помещается 300 мл воды. И гречки тоже поместилось 300 грамм. Крупу обязательно промываю в миске. Так всплывает всякий мусор и пыль. Промываю 2-3 раза, пока вода не будет чистая. У разных производителей разная по чистоте и качеству гречка. Вот столько пыли и мусора плавает в воде. А репчатый лук на сковороде слегка зарумянился, и отправляю к нему шампиньоны. Если грибы совсем растаяли и стали мягкими, то все равно добавляю на сковородку. На вкус это не повлияет. Чаще всего я сначала обжариваю грибы, а потом добавляю репчатый лук. Но в этот раз мне почему-то захотелось сначала обжарить лук. Заодно и сравню, как вкуснее. Мне еще понадобится пару зубочков чеснока. Натираю на мелкой терке или пропускаю через пресс, или просто измельчаю ножом. Не забываю помешивать лук с грибочками. Грибы выпустили сок и стали мягкими. Читала, что в это время они очень хорошо в себя выбирают все вкусы и ароматы. Поэтому сейчас добавляю несколько горошин душистого перца, пару маленьких лавровых листиков, солю, добавляю порошок сухого чеснока, перчу черным молотым перцем и еще добавляю сырой измельченный чеснок. На мой вкус у сухого и сырого чеснока разный аромат и привкус, а грибы очень хорошо дружат с чесноком, поэтому добавляю и то, и другое и хорошенько перемешиваю. Ну вот, лук с чесноком начали обжариваться, вода вся выпарилась. Если надо, можно добавить еще растительного масла. Жарю на среднем небольшом огне, чтобы жарилось, а не горело. Когда грибы с луком обжарились, к ним добавляю подготовленную гречку. А теперь добавляю горячую воду. Беру ту же чашку и наливаю столько же воды, сколько и было крупы. Воды беру 2 таких чашки. Получается на 1 часть гречки 2 части воды. Теперь добавляю соль для гречки. Помню, что лучше не досолить, чем пересолить. А теперь накрываю крышкой, ставлю на очень небольшой огонь и пусть томится. Крышку не открывала минут 20-25. Гречка, можно сказать, уже готова. Но мне хочется, чтобы она еще больше раскрылась. Вода в сковороде не стоит, но влага еще есть. Поэтому перемешиваю, опять накрываю крышкой и ставлю еще минут на 5-10 на маленький огонь. Здесь важно не допустить подгорания каши. Лучше выключить раньше, и она сама дойдет под крышкой. Каша получилась вкусной, рассыпчатой. Лук почти не виден в каше, а грибочки остались сочными. Если сначала обжаривать грибы, а потом добавлять лук, то грибы получаются более сухими. Лавровый лист лучше убрать, чтобы не горчил. Вкусная, ароматная гречневая каша с шампиньонами на сковороде готова. Спасибо за лайки, спасибо за комментарии. Я их все читаю и на все отвечаю. Спасибо за подписку и делитесь с друзьями. Приятного аппетита! И готовьте с удовольствием!